Эта часть здесь не очень важна. Почему? Потому что древние египтяне делали сандали из этого. А эта часть здесь очень важна, потому что древние египтяне делали папирус из этого. Но у нас есть проблема. Какая проблема? У нас много воды и сахара, пожалуйста, не трогайте. После этого надо развользать, смотри. Очень мало, потому что много воды и сахар. После этого надо развользать молоток и скалку, чтобы удалить влагу и сахар. Как тесто, как пельмени. Сейчас почти без сахара и без воды можно делать папирус. Очень сильно. После этого надо положить воду. Только 6 дней. Будем ждать 6 дней. Ждем 6 дней, да? Куда торопитесь? Каждый день. Хорошо, ждем. Каждый день надо менять воду. Через 6 дней один слой надо положить горизонтальный. А второй слой надо положить что? Вертикальный. Итак. И так далее. После этого надо положить. Да. После этого и так далее. После этого надо положить под пресс. Тоже 6 дней. Ну я хотел об этом сказать. Древние египтяне у них нет прессов. Они положили под. Знаете? Молодец. Так. Через 12 дней результат вот. Это папирус. И он вот так вот склеивается? Да, только под прессом. 6 дней воду, 6 дней под прессом. Потому что, смотрите, сколько мы положили сейчас под прессом? 2 минуты? 1. Ну да. Так. Уважаемые гости, сейчас, пожалуйста. Сейчас есть вопрос очень хороший. Как можно отличить настоящий или не настоящий папирус? Вы же знаете, как можно отличить настоящий или Нет, настоящий? не знаю. Ну, сначала я вам расскажу. Надо посмотреть на свет. Если хотите горизонтальный ткани по-русски, то всегда это настоящий папирус. Также по-русски черный остатки сахара работает. Это по-русски черный остатки сахара. Видно? И тоже можно сложить и папир. То есть настоящий он не ломается и не рвется. Также можно положить воду. Но вода на бумаге, воды возникнет, испортится. Настоящему много воды не испортится, можно выжимать, покладывать, постирать. Так. Скажите, пожалуйста, на что он похож? Можете уже другайте и скажите, пожалуйста, на что он похож? На что? На что? На что похож? На дерево влажно. В принципе, похож. Да. А вы знаете? Ну, на бумагу это не похоже. Ты похож на мокрый папирус? На мокрый папирус? Похож на мокрый папирус. Точно. Как сразу не догадались? Так, у нас есть тоже очень хорошо вопрос. Здесь есть и темный, здесь есть и светлый. Какая разница? А если надо положить балочку в воду 6 дней, получится светлый. Если надо положить балочку в воду 12 дней, это уже под прессом 12 дней 2 раза. Воду 2 раза под прессом получится темный. Темный тоже настоящий папирус. А на каждой картине есть вот это художник, который нарисовал эту картину, вот этот номер, вот эта цена. Все у нас это в фунтах, это наша валюта, это в фунтах. А здесь много картин значений. Я сейчас быстрее скажу вам несколько картин, что значит у нас. Потом посмотрите на эти картины. Как, например, вот первая картина календарь. Самый первый календарь в мире. Вот. Все знаки зодиака, 4 сезона, 24 руки. Это значит 24 часа в сутки. Также, вот, люди, это значит месяц. 31 дней,
И вот это вообще, это значит 1 год. Это календарь, самый первый календарь в мире. А здесь картина свадьбы, картина для любви. Тутанхамон и его жена, не надо речь лотос в любви. Вот это очень красивая картина, это картина для любви. А здесь есть вот, знаете, большая картина, знаете, что это значит или нет? Это картина... Да, последний суд, страшный суд. Сказали так, вот это, знаете, история или нет? Вы знаете историю или нет? Знаете, да? Ну, Сегодня немножко узнали. Да, хорошо, ну быстрее я вам скажу, это очень, очень легко. Как, например, вот это Анубис шакала, и вот это фараон. Здесь это суд. Они спросили человека, что он делал в жизни. Они хотят узнать, он хороший человек или плохой человек. Они, правда, он ответит очень прекрасно, он как половина. Так или так. Они хотят знать. Они положили сердце его. А если сердце нижний, чем про, это значит он плохой человек. А если сверху, это значит сердце сверху, это значит хороший человек. Если хороший человек, он идет, здесь тут открыт. Да, и здесь он